Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем мастерить два панно в стиле французский винтаж. Для работы понадобится любая основа подходящего размера, масса для лепки, можно использовать покупную или самодельную, молды, тонкий потолочный плинтус, распечатки, ссылку на распечатки вы найдете в описании под видео, акриловые краски и лак, финишная шпатлевка и столярный клей ПВА. Более подробный список материалов для работы вы найдете в описании под видео. Размер основы 20 на 30 сантиметров. Основа металлическая, но вы можете использовать, например, из ДВП, прессованной бумаги или даже склеить несколько листов гофрокартона. Для работы подойдет любая самозатвердевающая масса, как покупная, так и самодельная. Для самодельной массы в произвольных пропорциях смешиваем сухую и пастообразную финишную шпатлевку. Добавляем немного геля для мытья посуды и столярный клей ПВА. Все ингредиенты хорошенько перемешиваем до образования однородной пластичной массы. Далее работу необходимо покрыть грунтом, для этого я применяю обычную белую акриловую краску. У меня на канале есть отдельный мастер-класс по обработке простых распечаток. Ссылку на этот мастер-класс я оставлю в описании под видео. Также подсказку вы увидите на экране. После высыхания распечатки по ее краям возле рамочки наносим немного шпатлевки. Чтобы получить эффект необработанной штукатурки, в шпатлевку можно добавить мелкозернистый песок или молотую яичную скорлупу.
Не дожидаясь высыхания краски, стираем ее с поверхности влажной тряпочкой. Подбираю цвета, которые присутствуют на картинке. Цвета не должны быть слишком яркими, потому что работа у нас винтажная. После высыхания приглушаем работу белой акриловой краской. Раму для второй работы лучше сразу делать на основе. Но так как одна из моих замечательных подписчиц попросила меня придумать ажурную овальную рамку, которую можно использовать в декоре мебели, то я решила показать вам, как можно сделать такую раму в виде отдельного элемента. Массу для лепки я использовала такую же, как и в предыдущем панно. Элементы склеиваем при помощи столярного клея ПВА. Размеры и внешний вид рамы выбирайте на свое усмотрение.
Основу грунтуем. В качестве грунта я использую белую акриловую краску. Далее процесс окрашивания такой же, как и в предыдущей работе. Наносим на основу серую краску, которую вытираем влажной салфеткой. Затем, после высыхания, на основу наносим краски, которые присутствуют на картинке. Приглушаем работу белой акриловой краской. И в завершение покрываем наше панно несколькими слоями акрилового лака. Так как работы винтажные, то здесь подойдет матовый или полуглянцевый лак. Наши винтажные панно готовы. Лично мне очень нравятся работы, сделанные в винтажном стиле. На мой взгляд, в них есть какое-то необычное очарование. Как всегда, всем моим самым лучшим в мире подписчикам огромный привет. Спасибо вам за лайки, за теплые комментарии и за то, что делитесь моими видео со своими друзьями. Тем самым вы помогаете моему каналу развиваться, а у меня появляется еще большее вдохновение творить что-то новое и интересное. Гости канала, если вам нравится творчество, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Всем моим зрителям желаю мира, добра, благополучия, волшебного творческого вдохновения и до новых встреч!